Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема видео «Срочно! Будущие события в вашей жизни». Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто пришел на расклад, в каких энергиях вы находитесь. И если с вами резонирует портрет, то продолжаем смотреть дальше. Видео актуально в любой момент на момент просмотра видео, как для мужчин, так и для женщин. Если видео с вами не резонирует, ничего писать не нужно. Вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Сейчас сосредоточьтесь на себе, думайте о себе, и мы начинаем. Общительный человек, можно даже деловой человек, важный человек, яркая персона, женщина, которая управленец. Вы вот как начальник, или на самом деле начальник, да, или вот такой вот человек, который очень хорошо умеет руководить, кстати, дает отчет своим словам, исполняет то, что пообещал, и показывает еще вас, что вы очень чувственные. Даже, знаете, если вы влюбляетесь, вы погружаетесь в это полностью, но у вас есть голова на плечах, у вас есть разум, да, когда вы чувствуете, возможно, обман, да, чувствуете неискренность, и вот вы можете сразу же поставить точку, или, может, даже, как это говорят, рубануть с плеча. Также вы тот человек, который, знаете, быстро опоминаетесь, да, опомнилась быстро. Не заходите слишком далеко. Знаете отчет вообще себе. Умейте контролировать себя. Также здесь кого-то вас могут считать, да, каким-то диктатором, например, таким жестким человеком, тираном, агрессором, не агрессором, вернее, а таким вот, да, который давит. Вот так вот могут вас считать. Также здесь такая идет тяжелая энергия, или энергия такая тельца, быка, да, такая, но в то же время справедливая. Вот так вот. Кто-то может вам считать, что вы очень настойчивы, стоите на своем, не подпустите на то завоеванное место, до которого вы завоевали сами своим трудом, например, вы никого не подпустите, не дадите кому-то что-то просто так бесплатно, да, но помочь вы всегда можете. Единственное, кому вы можете, например, дать что-то не глядя, так это своим любимым, близким. Вот, а все остальные должны как-то это или заслужить, да, или вот получить, на самом деле, ну, за что тогда получить. Так, воинственный такой человек, не боитесь ничего. Какая бы вы ни была не были женщина, да, хрупкая даже, но внутри у вас такой твердый стержень, вы знаете, чего вы хотите. И вот от людей вы ждете именно такого же отношения. Да, сказал, сделал. Просто лясами трясти, это вот не ваша характеристика, очень справедливая, очень. Вы знаете, вот, например, у вас несколько детей, и вы прям равномерно между всеми все разделите. Да, даже если вы кого-то сильнее любите, или же да, один старше, другой младше, все равно вы как-то вот одинаково, равноценно все разделите. Или же вообще в жизни вы такой человек, который очень много взвешивает, прежде чем принимает какое-то решение. На данный момент есть какая-то ситуация, да, которая, возможно, заканчивается в вашей жизни. Вы поставили в чем-то точку, перешли какую-то уже именно границу, да, вы уже, то есть были на границе, да, вот вы уже перешли, вы уже на каком-то новом пути. Здесь момент идет, знаете, сейчас тихо, но подождите, затишье перед бурей, вот такое, но именно в таком ключе положительном. Также здесь люди, которые сейчас на данный момент болеют, вы выйдете из этого состояния скоро. То есть здесь единственное, нужно следить за собой, следить за своим состоянием, все же не относиться к этому, знаете, так, пофиг, нет. Вот даже если доктор прописал, например, вам что-то, пропить до конца, вот пропейте, да, здесь вот таблетки, например, какие-то, лекарства, обязательно нужно вот именно вот послушать, или, да, вот есть какая-то рекомендация, нужно вот именно придерживаться четко этого. Ну и вы вообще, в принципе, такой человек, вы придерживаетесь, вот как вам сказали, точно по листочку, да, так вы и делаете. Также здесь люди, которые, вот когда готовят, возможно, да, вы делаете все четко по рецепту, как написано. Тютелька в тютельку. Здесь, смотрите, ожидайте какую-то, если сумму, ждите, придет. Причем сумма не маленькая будет, но это сумма, которая будет закрывать какую-то другую ситуацию. То есть эти деньги, да, которые вы получите, вы куда-то их потратите опять. Но здесь
думайте, куда вы тратите. Иначе, да, можете так потратиться, ой, а в итоге посмотреть в карман, он пустой уже. Тут нужно именно проверка или внимательно следить, что вы покупаете. Также здесь может быть покупка чего-то, что вас порадует, развеселит или же сделает, да, вас краше, например, вот, или подойдет вам, вот как-то тоже в тюдельку прям на вас. То есть купили вы там пальто, например, да, но оно прям точно на вас прям. Вот какой такой, вас это радует. Вот, и также у вас человек еще такого показывает, да, вы улыбаетесь, вот, да, люди вот, даже негативные люди есть, например, кто в окружении, вот вы улыбаетесь, но вы четко чувствуете этих людей, знаете, но вы не хотите оставаться врагами, да, вы не хотите напирать напролом на этих людей, вы просто знаете, какие это люди, да, вы просто не хотите иметь за собой врагов, но в то же время, да, вы их и не подпускаете или держите какое-то однозначно расстояние с этими людьми. Ваша характеристика здесь такая, не злая, не агрессивная. Вы поступаете вот прям по справедливости, да, с людьми, как они этого заслуживают. Любите, возможно, компанию, да, таких теплых людей, общительных людей. Любите вообще пообщаться. Вам скучно сидеть дома, вам интересно вообще где-то побыть в каких-то местах, общение, даже новые знакомства. Человек показывает именно, хоть и считают, да, что вы такая давящая, но вы имеете чувства, вы имеете такую еще характеристику в себе, да, что вы можете себя как-то развеселить чем-то, даже материальным. И, скорее всего, в большей степени вас больше, наверное, радует, когда у вас на счету, да, кругленькая сумма. Вот вы чувствуете в этом некое даже спокойствие. Но вы тот человек, который еще любит это не просто, чтобы лежало, а приумножалось, а несло какую-то прибыль. То есть, например, положите в банк под процент или куда-то инвестировать с процентами. Да, вы просто хотите обеспечить будущее себе, старость, например, да, или вообще, и своим детям, или своим любимым, близким. Вам так, знаете, очень идет и одиночество здесь, потому что здесь, как в одиночестве, когда вы находитесь, порядок. Также вы тот человек, порядок в голове. Вы тот человек, который любит вот семейные посиделки за круглым столом, да, весело попить чай. Для вас это очень теплое, романтичное более воспоминание, нежели, например, воспоминания, как вы ездили в Дубае. Ну, не в Дубае, там куда угодно, да. Для вас вот это такое... Что-то такое, знаете, из детства тянется. Приятная атмосфера вот это. Может быть, даже праздничный стол, когда все собираются родственники вместе, пообщаются между собой. Показывают вас, что вы, опять-таки, человек, который может себя порадовать сам, особенно покупками. Любите вы делать покупки, даже вы любите иногда и не просто покупки, а просто походить по магазинам, посмотреть. Для вас это как сходить в музей, ну что там новенького появилось, да, все потрогать, пощупать, повертеть в руке. То есть здесь такое, знаете, вы этим наполняетесь, наполняет вас это. Даже просто, да, обычный поход в торговый центр, походить, посмотреть. Очень хорошо умеете распоряжаться деньгами, но на данный момент испытываете некую такую неуверенность в будущем по поводу финансов, да, что-то вы уже, возможно, предпринимаете в своей голове, как же решить эту ситуацию или чем бы заняться еще, а может быть, как сохранить, да, свое накопленное, чтобы никто там у вас это не забрал. Вот, если с вами много мужских энергий, но вы умеете быть легка, знаете, только в любви. Вот когда вы в любви, вы сразу такая девочка. Когда вы в одиночестве, вы такой угрюмый дядька, да, вот такая вот, или угрюмая тетенька такая в очочках и строгом костюме. Но вы знаете, вас в то же время, да, по императору судя, уважают люди, да, заглядывают вам в рот.
Даже, возможно, спрашивают у вас каких-то советов. Слушай, там, Наталья, да, какое мне платье лучше купить? Зеленое вот мне идет, да, или красное? И вы дадите вот совет, да, человек вас послушает. Это, например. И так много такого. Именно много, когда у вас, как у авторитета, спрашивают мнение, да, какое будет ваше мнение. Потому что люди вам в чем-то верят. В то же время, да, могут чувствовать вот эту какую-то давящую именно силу или такое напряжение даже в присутствии вас. Может быть, да, когда вы заходите, все втягивают животы или затихают. Вот, но в то же время, знаете, вот доверяют вам. И знают, что вы такой практичный человек, конкретный. Если вам, например, рассказать что-то секретное, да, вы не пойдете со всеми сразу делиться по секрету всему свету. Нет, вы не такой человек. Пережили, возможно, да, какие-то боли. Вот такая характеристика у вас, такая уже, сколько меня не бей, да, а я все крепче. Вот крепкий орешек такая женщина. Тут, возможно, и есть дети, могут быть. Так, далее, если с вами проигрывает портрет, едем дальше. Срочно будущее событие в вашей жизни. Деньги. Вот как вы хотели по заказу, да, вы получаете большую какую-то сумму, значимую, важную для вас сумму. Возможно, здесь у кого-то даже какой-то будет денежный рост. Вот вы что-то вложили, и вы сейчас будете, да, вот как пожинать плоды. Кто вот инвестировал, будете пожинать плоды. Довольствоваться. Но в то же время, возможно, даже тратиться, покупать себе что-то, радовать себя. Здесь очень много выходит именно карт, да, таких вот, здесь прям как деньгами все засыпано, но в то же время деньгами, да, вы рады там, вас деньги так сильно наполняют, когда на самом деле вы получаете их, вот это такое чувство радости, хочется всем все подарить, да, какие-то подарки, вернее, сделать. Также здесь хочется просто вот, какие-то делать вещи, может быть, да, например, хобби своим заняться сразу, да, вот прям на радостях все хочется делать, совершать какие-то вот именно большие вещи, например, написать книгу, да, съездить в путешествие или вот потратиться на что-то. Но вы умеете и откладывать в то же время. Вы можете и купить себе что-то, да, и умудряетесь отложить. Вот так вот. Показывает вас такая женщина, у вас такая энергия, да, вот как будто бы кто-то в вашу жизнь иногда вот приходит, дабы наполниться, дабы получить каких-то эмоций. От вас прям льет эмоциями, ну, как сказать, да, вот эта вот энергия, она дает, вот заряжает как будто. В то же время, да, вас могут как-то немного побаиваться. Вы такая строгая, есть какая-то у вас такая строгость, но, да, дети вас, возможно, любят, и дети вам доверяют. У кого здесь бумаги? У кого здесь именно бумаги, суды или решение чего-то по бумагам? Здесь показывают, будьте аккуратны, могут что-то или подложить не то, проверять бумаги, перечитывать. Да, читайте, что там написано. Потому что здесь кто-то попытается там, да, подписать какой-то или вписать где-то незаметно обман. Если вы особенно такие кредиты, ипотеки, здесь тоже внимательно читайте, да, особенно что написано после звездочки. Часто вот там, да, бывают разные уловки. Но хотя здесь больше такое, что именно читаю внимательно документы, потому что здесь попытаются как-то обмануть, попытаются. Но здесь ситуация все-таки решится, да, как-то. Даже очень хорошо, в вашу пользу. Здесь такое идет сразу опять. Вы когда радостны, да, что-то получаете, то, что вы ждали, вы на радостях сразу вот все готовы сделать, этот мир перевернуть. И
Просто, да, очень столько энергии много идет. Вот здесь именно по бумагам каким-то, которые вы решаете, или какие-то затянувшиеся тоже могут быть бумаги, радости, да, кто ждал какие-то, может быть, паспорта, когда сделают паспорт, вам еще что-то. Вы здесь от этого именно испытываете такие яркие очень эмоции, радуетесь. То есть все как надо. А вы-то просто так все не делаете, да, скорее всего, вы будете не только читать все внимательно, но скорее вот как-то работать над собой, причем такими невидимыми силами. Это могут быть заговоры, аффирмации. И вы знаете, у вас это очень хорошо сработает. То есть у вас получится так, да, как вы хотели. Далее, будущие события. Все пойдет так, как вы этого хотели. Сбывается мечта. Но смотрите, здесь вы не одна, да, получается. Здесь будут наблюдать как-то за вами люди. Люди вот как будто чувствуют какую-то вашу энергию, что вы что-то достигли, получили. И здесь вот кто-то захочет, как сказать, откусить кусочек. Да, или вот, ну, поделись, расскажи, как ты это сделала, или же вот внедряться, вмешиваться в вашу жизнь, в ваши какие-то дела и даже личные дела. Даже такие, о которых даже, ну, например, стыдно спросить, сколько ты там зарабатываешь, да, где ты живешь, на что ты, как, от чего, что ты купила себе. Вот какие-то вот такие, куда не следовало бы лезть, люди вот туда начнут лезть. Но, да, вам нужно быть хитрее. Здесь именно хитрость. Вашу хитрость включайте, вашу смекалку. Вы сможете ответить. Но вы такой человек, когда вы можете долго думать, а потом ответить. Потому что вы боитесь что-то не то ляпнуть, сказать, дабы потом, да, за это не раскаиваться или по шапке не получить. Вот вы уже так осторожничаете. В то же время здесь показывает, да, что будете немного от людей, вот как-то, хотя вы любите компанию, любите общение с кем-то, но вы будете вот немного отталкиваться от людей, да, вот находиться более, скорее, в одиноком состоянии, да, или же вот только тем, прям вообще тем, которым вы, ну, на 100% доверяете. Вот. А вот остальных вы вот как-то будете с ними осторожничать. Уже будете, кстати, вы думать, да, о чем вы говорите. Далее. Будущие события в вашей жизни. Здесь, смотрите, нужно будет, какое-то будет предложение, да, но вам нужно будет, скорее всего, это может с деньгами, да, касаться, пересмотреть свое мнение. Или же договориться на чем-то другом, почти, но на другом, да, договариваемся на этом, например, на эту работу, я пойду к вам, да, но вот меня только не устраивает вот зарплата, да, давайте договоримся на этом. И здесь нужно будет внести какие-то коррективы, и вы их будете вносить. Также здесь кто-то вообще может, да, начать делать именно то, что раньше не делал. Именно по коррекции вашей жизни, да, вы начнете какие-то действия такие предпринимать. Это начнется вот, знаете, как идея фикс пришла, да, или проснулась не с той ноги, ну, в кавычках не с той, стоит как раз таки, то есть это, потому что это, как вам сказать, информация, да, она придет не просто так. Раз эта информация пришла, да, и вы поймете, что да, не просто так, и на самом деле это так, что она пришла не просто так. Вы начнете вот как-то, а ну-ка, сегодня я сделаю вот то-то, то-то. Но будете делать такое, что вы не делали в жизни. Никогда. Так, но, знаете, вы будете как пробовать. Ну, что касается чувств, я не вижу здесь чувств, я вижу ваше какое-то закрытие и от этих чувств, потому что вы не верите в эти чувства, или вы думаете, что мужикам только одно и нужно. Вот такое вот какое-то состояние, да, вам захочется, возможно, побыть в неком одиночестве. Вам тут еще показывают, да, что кто-то из мужчин будет вот каким-то образом, может быть, вас
выводить на какие-то эмоции, да, или провоцировать вас. Это может быть не только любовь, но тут больше скорее на любовь проиграется у кого-то, да, а у кого-то это может быть даже, ну, человек в вас влюблен и вот, да, хочет вас как-то потриггерить, расшевелить, тем самым, может быть, даже вывести на какие-то эмоции, даже, может, и негативные эмоции, но вот как-то вас может подкусить, ну, чтобы вы как-то обратили на него внимание, вот тоже может быть. Также и в паре может быть, да, что человек захочет, но вам будет это неприятно. Вот что касаемо здесь пары, да, не зря вы подумаете, что мне нужно бы отрешиться, слушайте, лучше не выводите меня, или я уйду сейчас заниматься своими делами, или со мной нормально разговаривайте. Вот как-то в таком вот духе. Также здесь вот показывает ваше такое состояние будет, да, немного перегретое, в плане много переработала, устала. И вот на фоне вот этого, да, возникает какое-то даже такое нервное состояние, когда иногда хочется стукнуть по столу так, чтобы он сломался пополам. Тут нужно сдерживать эмоции, потому что вы можете разозлиться или как-то грубо где-то ответить, или громко с криками, да, или хлопнуть сильно дверью. Вот, да, здесь идет именно такое некое, может быть, в чем-то выгорание, да. Тут человек, если работает очень много, то есть такое, что уже все, уже скоро кастрюлька на подходе, закипит. А тем более человек как раз как под руку попадет к вам именно с этими провокациями, потому что человеку захочется вас подкусить, так, может, в шутку, но чтобы вы обратили внимание, да, а вам в этот момент хочется, правда, на ком-то вот душеньку свою оторвать, да, и вот захочется, может быть, даже как накричать на него хорошенько, да, чтобы он заткнулся, например, или еще чего. Тут показывает, что нужно держать вам лучше эмоции при себе или остаться дома, никуда не выходить. Потому что тем самым, да, вы можете что-то испортить или, да, вот на этом психозе, на фоне этого, или поругаться где-то в магазине. И показываю, да, поругавшись в магазине даже, да, или там с мужчиной, или с кем, у вас сразу же цепляется какая-то вторая вот гадюка, да, которая захочет вас подкусить. Вот какое-то такое состояние. Тут именно ваша энергия такая, когда она начинает вот притягивать, правда, всяких козлов, да, вот сволочей, крыс, которые вот захотят вас вот как-то именно расшевелить, как это назовем, да, чтобы вы выкипели. Но это не специально, да, здесь просто хотят вашего какого-то движения, чтобы вы пошевелились в их адрес. Угу. Быстро. Вот срочное будущее, да, события в вашей жизни. Вы быстро примите какое-то... На самом деле, та идея фикс будет непростая. Это, знаете, ключик, ответ. Какой-то, знаете, даже такой ответ, который дает шаг к какому-то действию. Причем это действие, это вот, да, здесь вот показывает некий такой триумф, некое какое-то вознаграждение или рост чего-то. Например, да, вы решили, ну, все поменять в своем бизнесе. И не зря вы это решили. Скорее всего, даже назовем это так, что что-то, что вы задумали, начнет приносить огромные плоды. Да, и это и есть правильное решение. Если вы ночью будете лежать, и к вам, или находясь в спокойствии дома, смотря в потолок, к вам придет резко, неожиданно, откуда-то какая-то мысль, хотя вы ее нигде не развеивали, но резко пришла. Вот не зря действуй именно так или в том направлении, потому что здесь такой идет максимальный рост. Кстати, даже здесь идет, знаете, зарождение чего-то нового дела. Дело это может быть и хобби, это может быть и буду я ходить в спортзал, да, на фитнес, или создам проект, да, буду то делать, займусь-ка я флористикой, какое-то дело делать. Что это за дела? А знаете, это дело, с которым вы далеко пойдете. Поедете. Здесь, кстати, может это дело принести какие-то новые знакомства.
Также, кто будет находиться в этом деле, когда? Может в этот период, кто в детородном возрасте, наступить беременность. Ребенок, да, рождение, беременность. Далее. Срочно будущее событие в вашей жизни. Но вы знаете, тут показывают вот как дальше больше. Получение, да, какой-то информации. Также, да, заниматься будете чем-то интересным. Даже вы в этом будете заинтересовываться, чего вы раньше не знали. Притом не просто даже заинтересовываться, еще и обучаться. Знаете, что-то вы оставите в своей жизни, причем у кого-то здесь может идти развод, элементарно, да, пары. В основном здесь может коснуться, кто не замужний, но в паре просто находитесь, да, или гражданский брак, вы, скорее, вот как покидаете отношения, вы можете покинуть их и ментально, в плане того, что, да, вы живете вместе, но вы ушли в свои дела, а человек там в своих копошится. Вот такой вот ментальный развод. Или же, да, здесь покидаете какую-то территорию, это может быть также переезд. Тут какое-то дело, какая-то идея, вот вас начнет на что-то подталкивать. Например, да, я хочу снимать про теплые страны, а поеду-ка я в теплые страны, да, или земли, например, или мне нужно переехать из-за того, что, потому что, да, там не получится делать какое-то свое дело. Да, а вы думаете, что в другом месте оно будет лучше вот как-то. Но пока вы не знаете. Но в то же время, да, что-то прошлое не приносит каких-то плодов. Не приносит какого-то именно, может, даже отдушины вам. Это может быть и прошлая работа, да, покидаете старую работу, идете в новую, или переезд на новое место, даже, скорее, даже и новое для вас. Вы там не были, может. Смотрите, здесь встреча с человеком, с которым вы долго не поддерживали связь. Здесь показывают очень, или долго вы с ним общались, с этим человеком в жизни, но потом вот как-то пути разошлись, да, и долгое время не виделись. Вот тут или встреча, или начнет, может, переписка, общение какое-то. Здесь еще показывают вас, да, вот что вам начнет здесь кто-то именно завидовать. И, знаете, зависть-то такая здесь идет. Вот бывает такая зависть, да, да чтоб ты... А вот тут такая добрая зависть, но все-таки, да, с песчинкой этой зависти. Я тоже так хочу. Я за тебя рад, но я тоже так хочу. Вот так вот как-то. И некая такая вот внутри все-таки есть маленькая крупиночка вот такой вот прям зависти, да. Но маленькая. Что у тебя-то получается, ты идешь, прям движение у вас какое-то идет, капитально. Сильное движение, быстрое, все начинает вот в руках делаться. Раньше все стояло, и даже то, что было в пыли, начинает вот как-то приходить в жизнь. Показывает, открывается дверь в деньги, в финансы. Но вот прежде чем это откроется, да, вы что-то окончательно, правда, за собой оставите, закончите с кем-то, например, или с чем-то, бросите что-то, не будете уже делать то. Да, здесь вот именно какая-то жизнь с чистого листа. Все начинают делать по-другому даже. Не то, что с чистого, ну, с чистого, да, но и по-другому. И вы знаете, здесь короткое какое-то время, может, это даже год, что за один год, скорее всего, это следующий даже может быть год, вы столько делов совершите, которые человек бы за всю жизнь не совершил. Да, и вот когда будет заканчиваться этот следующий год, да, вы для себя подведете такие итоги, от которых вы будете шокированы, что произошло за этот год. Все года, да, я сидела на одном месте, или все шло по одному и тому же сценарию. А вот этот год, да, именно вот какой-то
всяких событий, эмоций, движений, также поездок, да, то есть получение информации, посылки, также, да, люди, когда хотят с вами взаимодействовать, знакомство, вот какое-то, и причем здесь не простое знакомство, да, а с каким-то подтекстом именно выгоды. Вам это выгодно, вот так. Но насчет выгоды будьте аккуратны. Да, выходила в раскладе карта дьявол, которая говорит, будь аккуратен. Не ведись на красивую обертку, да, потому что внутри может быть обман. Или ничего не быть. Будь аккуратна. Тут, кстати, кого-то на самом деле, может быть, достают какие-то обманщики, какие-то люди именно, которые ну, не бедные, а вот такие вот, знаете, может быть, да, из каких-то вот таких вот, как сказать, мест, где ничего нет, да, пытаются что-то вот показывать у вас взять. У этих людей, ну, на самом деле вообще ничего нет, да, только дырка в кармане. А у вас захочется это взять. И здесь будьте аккуратны, потому что люди будут как-то пытаться, да, с вами взаимодействовать, может быть, и вот что-то у вас украсть или взять вот каким-то таким вот хитрым путем, да, или звонить вам, например, предлагать что-то, но это будет обман. Сколько угодно здесь это вам. Потому что все захотят поживиться вот как раз, когда у вас эта энергия, вот это, как, да, назовем ее, прущая, да, везучая энергия идет, вот тогда начинаются, на самом деле, как по зову, да, какие-то разные мошенники появляться. То звонят мошенники нон-стоп, да, только успеваю блокировать, то, например, пишут, то вот объявляются как-то на улицах или еще где-то, пытаются обмануть в магазине. Вот тут именно на ту самую вкусную энергию. Знаете, когда, если в темноте включите даже телефон, да, начинают на этот свет слетаться все мушки. Вот также вот на этот телефон, да, потому что свет излучает. Вот от вас будет идти та самая энергия, когда вот эти мушки прилетят на этот свет. Показывает, что вы еще не знаете, да, насколько вы успешны. То есть на сегодняшний день вы можете не подозревать о том, насколько в жизни, да, все начнет получаться. Именно здесь в денежном плане, в везучести какой-то, каких-то успешных деяний, действий, да. Тут не просто будет у вас движуха в жизни, здесь начнется все с того, что все начнет расти. Да, выходила карта императрица, которая в первую очередь говорит о том, что у нее все растет. Как бы она семечку криво не воткнула, и чем бы она ее не полила, и та прорастет. Вот не у всех так получается, а у вас да. У вас, да, знаете, у вас как высшие силы по голове гладят. И вас, кстати, высшие силы очень любят. Тут такая, знаете, идет чувство такой заботы о вас, сберечь вас. Всем по голове дали, а вас пронесло. Вот в таком вот ключе именно. Тут одни деньги, деньги, деньги. Вы, наверное, очень много произносите аффирмации про деньги, да, что здесь прям показывают именно, как денежный поток открывается. Человек, да, возможно, здесь находится под защитой или, может быть, чистил себя, ставил защиту. Вот здесь начинает работать, начинает действовать. Может, да, оно не сразу же действует, как мне девочка написала, вот что, вот только я прочитала, да, «Отче наш», делала ритуал, прочитала, и вот странные вещи стали происходить. Нет, оно так сразу не случается, да, проходит какое-то время, а оно у всех по-разному. У кого-то уже, да, через месяц видны какие-то результаты, у кого-то через 3, у кого-то через год, да, у кого-то даже может проявиться через 7 лет. Вот, да, бывают такие случаи. Все зависит от энергетики человека. И здесь, да, вот показывают... У вас не просто мощная энергетика, а вы еще, она не только как для вас, да, она еще распространяется на других. То есть вы умеете очень легко делиться этой энергией. Далее едем. Показывает, что на самом деле защита есть. Или, да, вы в будущем чем-то защищены. Это могут быть ритуалы, всякие чистки, такие какие-то манипуляции именно с невидимыми силами. И здесь вот показывает, все у вас очень хорошо работает, потому что, знаете, направление вашего мышления очень положительное. Да? А как оно положительное? Да? Вы можете смотреть на все красивое,
и искренне за это радоваться. Например, идет женщина, да, в красивом платье. Не то чтобы ты коза там споткнулась, а именно, да, вы радуетесь, как ей это идет, какая она красивая. Да, вот искренне, например, да, вот такое здесь, такая энергия, тут есть такое просветление, мудрость в этой женщине, в вас, да, мы смотрим будущее. И вот вы как я набралась ума. Вы можете сами даже, да, проговаривать себе внутри, что... То есть это в будущем. Да, вы себе говорите, что вот я что-то поняла, я осознала, что нельзя делать вот так, так, так. Какие-то именно такие действия, направленные как сказать, на благо. И тем самым, поэтому вас по голове тут высшие силы гладят, поэтому, да, вам дают какие-то плюшки, вы получаете. И наслаждаетесь этим. Причем здесь такие радости, очень много радости будет, поэтому, да, вам скорее тут, как даже я бы сказала, повезет. И плюс не просто только вам повезет, да, вы здесь принимаете участие в работе над собой. Тут показывает, что вы работаете над собой, и вы, да, получаете результаты, причем большие результаты. Но в то же время, да, вы начинаете именно, как сказать, анализировать и понимать, что вот потому что я сделала это, потому что это, и вы вот... Тут скорее очень много кто-то будет чем-то пользоваться, или очень часто, может, часто произносите какие-то аффирмации, или делаете разное, да, все, и коллаж желаний сделала, и на листочке написала, и вот каждый день, да, пишу, может быть, на листочке, и проговариваю, и так далее, вот не забываю, каждый день, вот это уже вот как вошло в вашу некую привычку, так, проснулась, прочитала аффирмации, в середине дня прочитала аффирмации, да, в конце дня прочитала аффирмации, а вот и практика вам 3, 6, 9, да, 3 раза утром повторяем одну или несколько аффирмаций. Те же самые аффирмации вы повторяете 6 раз днем и 9 раз перед сном. Именно перед сном. И желательно бы, да, вот когда днем или утром или вечером, даже вечером перед сном, ходить. Походите, да, и вот когда вы ходите, в это время произносите аффирмации. Здесь показывает, что, кстати, будут в вашей жизни какие-то люди, именно помощники. Люди непростые, знаете, вот как Бог вам их послал. Вы, возможно, даже фразу такую внутри себя можете произнести, да, произнесете. Или же, может, и прямо им скажете: «Мне вас как Бог послал». То есть это может быть кто угодно, да, или человек какой-то, но именно как Богом посланный, а здесь нету слова «как», здесь именно «посланный». Человек может быть даже вам незнакомый, да, вот, но послан Богом. Человек вам в чем-то поможет или в чем-то вас выручит. Потому что если бы не он, да, могло бы произойти какое-то несчастье или какой-то острый момент в вашей жизни. То есть здесь не просто так. И самое главное, да, здесь вот именно слушать, да, вот подсказки, слушать свою интуицию, потому что здесь очень много будет таких моментов, когда именно они-то и будут играть такие важные моменты, ну, да, иметь ту силу. И вот показывают еще тот случай, когда вы, возможно, на самом деле какого-то человека от себя отошьете. Незрелый человек, незрелая личность. Тут может с этим человеком быть какой-то конфликт. Но вы не просто разойдетесь, да, вас здесь, как высшие силы, разведут с человеком. Не обязательно любовь, это может быть и дружба, да, но вот развели вас высшие силы. Вы даже, может быть, в это не могли поверить. Вы проговариваете такую фразу, такие фразы, да: «Я пришла в этот мир не просто так. Мир полон чудес. То, что со мной происходит, не зависит от моих целей. Это зависит от моего намерения. Я несу ответственность за все, что со мной происходит». Можете потом перемотать назад видео, записать себе. Очень хорошо. Или в комментариях можете написать под видео или под любым видео, да, или написать на листе бумаги от своей руки. Вот. Напишите
Почему нет? Писать очень тоже хорошо, это развивает память, это улучшает именно кровоток в голове, да, в то же время это не только хорошо влияет на память, но и на мышление, и на мысли, когда вы пишете. Да, появляется также та самая сосредоточенность, концентрация внимания. Так, дальше. Кто одинокий, вот вы хотели себе богатого принца, но здесь не то, что богатый принц, человек, который умеет очень хорошо зарабатывать, очень умеет, горячий человек, любит постель, да, такие вот всякие, как сказать, красивое, например, нижнее белье, вот, ну, может быть, оставит человек такой, но не принципиально здесь, да, человек приходит в вашу жизнь вот как некая, знаете, такое, я не ожидала, я в это не могу поверить. Но человек вам очень нравится. Человек такой, который, кстати, я бы сказала, он любит себя, он любит ухаживать за собой. В этом нет ничего плохого. По крайней мере, да, здесь вот показывают, что вот как вы хотели. Человек такой, который умеет отстаивать позиции, умеет защищать, умеет, кстати, добиваться чего-то. Но также, да, человек такой деловой. Может быть, человек носит часто пиджаки, костюмы, да, вот такой весь, любит причесывать волосы на бок, может быть, слегка полноват. С этим мужчиной, вы знаете, как будто бы финансы ваши увеличиваются, или вот именно ваше финансовое состояние, да, оно хорошее, но вот оно как будто еще больше, да, еще лучше. Тут вас ведут высшие силы с тем, как говорится, с кем надо. Вот здесь прям идет та информация, что это прям по судьбе. Да, это должно было так быть. Для какой-то, вот, для выполнения какой-то определенной миссии. И миссия это связана с финансами. Может быть, вы очень много аффирмаций, на самом деле, будете таких проговаривать, которые именно для благосостояния и роста, что, да, высшие силы уж не выдержат и отправят человека к вам в жизнь. На, держи уже, держи. Еще больше. Вот как-то так. Да, человек такой, которому не стыдно снять пиджак и пойти наколоть дрова, например, затопить печь, убраться в избе. Вот такой вот человек. На все готов ради, да, своей любимой женщины. Вот такие отношения у вас идут. То есть человек может быть вслух это произнести, да, что я ради тебя на все готов. Здесь такое вот защита. Также можете заметить с этим человеком прям где-то он вас в чем-то как вступится, заступится, да, перед кем-то. Такая может быть ситуация. Может быть, да, какая-то именно острая ситуация с кем-то быть, и вот он вступится, и здесь вот я вижу, что вам это прям очень будет по душе, вам это понравится, как он за вас борется, или, да, как он, вернее, не борется за вас, а защищает вас. Ох, сколько здесь любви. Да, здесь очень много любви, очень много таких приятных слов в ваш адрес идет. Вам будет это приятно. Да, досрочные будущие события в вашей жизни. Вы, знаете, такая ситуация подвернется в жизни, когда вы не устоите не сможете, вернее, устоять перед чем-то, вот, да, такое, я не могу перед этим устоять. И вот что-то приобрести себе, да, это может быть очень дорогой подарок, или то, о чем вы очень долго мечтали, вы приобретете. Но, знаете, здесь таким образом странным приобретете. Тут какой-то элемент, да, это не просто так, что вы это приобретете. Здесь на самом деле вы любите, наверное, как-то попрактиковать, что-то поделать, именно с невидимыми силами, да, заговоры, может быть, какие-то почитать. Вы знаете, у вас очень хорошо это работает и будет работать. Да, и, скорее всего, меня здесь могут смотреть женщины с очень таким видимым, глубоким взглядом, да, вы умеете, может быть, хорошо сканировать людей, просматривать, также, да, у вас такое весомое слово, потому что у вас такая сильная энергия императорская, притом, да, еще. И вот когда вы что-то произносите, даже заговоры, когда читаете, вы читаете их вот как нужно, да, такая интонация идет, прямая, спокойная, без всяких там
вот знаете, бывает приукрашивают. Нет, вы говорите это вот именно в таком одинаковом тембре. И поэтому это работает. И здесь что-то будет приобретено. Вы что-то купите. Это какой-то предмет, это может быть какой-то сувенир. Это станет для вас неким талисманом. Можете даже не купить, да, например, найдете вы этот талисман. Найдете. То есть шли, ракушку нашли. Ну, не обязательно ракушку, да, что-то нашли, и это стало неким талисманом. Даже, может быть, да, какой-то вот камешек интересный. И вот эта, да, ситуация будет непростая. Почему вы так подумали, что это камешек какой-то непростой, и это вот символ чего-то-то, да, или вот, может быть, даже приобрели какой-то, зашли в магазин случайно, может, даже эзотерический, да, и что-то вы для себя нашли. Вот некий талисман. Причем здесь не то, что не нужно его заговаривать, да, вы можете энергетически с ним связаться, да, даже смотря на него, держа в руке и подумав, для чего вам этот предмет, что он несет в себе. Да, деньги, богатство, любовь, успех и еще что, здоровье. Да, и вот это и будет ваш талисман. Тем самым то, что вы в него заложите, да, оно вот как начнет действовать. Причем, знаете, после вот этого талисмана или какого-то такого предмета, да, у вас вот как начинает все двигаться. Тут идут какие-то перемены. Причем перемены не только у вас, но и у этого мужчины. У этого мужчины. Но сразу вам скажу, энергетически вы сильнее, нежели этот мужчина. Или же, да, в вашей паре будет такая доминантность. Вот как вы сказали, так и будет. Даже вы можете себя вести очень женственно, но вы обиделись. Да, надули губки. Но мужчина послушал вас. И все же, вы же сделали все равно, как вы хотели, правильно? Прогнули человека или как сманипулировали, правильно. То есть здесь показывает вашу доминантность. Не обязательно она, слушай, там, забей гвоздь мне, ты уже не можешь забить там неделями, да, тра-та-та. Нет, вы вот как-то умеете с мужчиной разговаривать, так это назовем. И здесь вот, да, что вы захотите, то вот оно исполняется, получается с этим мужчиной. Манипуляшки всякие. Или вот то, что вы хотите. Может купить что-то даже. Но в то же время вы человек очень сильный. Здесь показывает такая преданность. Обоих партнеров вы к нему, да, преданы, человек к вам. Но вы, сразу говорю, будете здесь доминирующую роль играть. То есть вы будете рулить. Или даже, да, вот я говорю как, женщина шея, мужчина голова. Вот, я не хочу туда, да, почему не хочешь туда переехать, например, давай переедем туда. Я не хочу туда переезжать, потому что, ну, и вот вы начнете, и вот мужчина, да, вас вот послушает, ну, да, у меня со здоровьем, мне нельзя на солнце много быть, или мне, наоборот, нельзя переохлаждаться, потому вот как-то вы сумеете этим мужчиной даже управлять, но по-женски. Здесь я не вижу, что вы включаете мужские энергии, наоборот, вы с этим мужчиной чувствуете себя женщиной, а не вот этим вот мужиком в юбке. Мужчина вам приходит на самом деле на какую-то пользу. И не только на пользу, но и на какое-то изобилие. Да, когда, может быть, у вас будет что-то совместное. Может, но сразу скажу, да, что-то вы будете делать то, чего вы не делали в жизни в будущем. Это однозначно. Да, какая-то профессия, может быть, у вас скорее дело какое-то, связанное с тем, чем вы никогда не занимались. Но вы начнете, да, скорее всего, собирать об этом как-то информацию, изучать. Много изучать. Но это не просто, да, дело, это интересное дело. Это интересное дело, которое несет в себе деньги. Здесь вот, кстати, жизнь меняется на до и после. Сейчас я совершенно другая. Я сейчас на себя смотрю уже под другим углом. Блин, как я могла так делать раньше? На самом деле здесь очень интересный такой портрет, да, характеристика ваша. Вы можете даже придерживаться сейчас одних правил, определенных, да, каких-то традиций. Но поверьте, в будущем все будет совершенно по-другому. Вы будете думать, как я могла раньше так думать. Вот так вот. Будете проходить через какие-то ограничения. Здесь еще дальше в будущем предстоят какие-то границы. Это могут быть переход этих границ, да, это могут быть переезды. Это могут быть и правда переезды, связанные, или поездки, связанные с пересечением границы. Это может быть даже когда вы преодолеваете границы, этапы. То есть становитесь, да, на уровень выше, мудрее.
Вот здесь вот, да, именно такие ступени мудрости. Вот одна ступень выше, выше, выше. Вы набираетесь каких-то еще и оборотов. Не просто так. Но, так знаете, все равномерно. Все, да, равномерно. Цифры будущего. Цифры будущего. 2, 4. У кого-то может быть 22, например, часто встречаться. Или просто 2. Четверка, 2 двойки. Может быть 4 цифры по 2. Или время 22, 22. Ну все, больше ничего. 2 и 4. 2 и 4. Может, это дата вашего рождения. Другое, да, здесь, смотрите, в четверке кроется 13. Перемены. Причем здесь очень много перемен. Откроем для вас карты «Золотой ключ». Сделаем 3 позиции. Выберите одну позицию из 3. И мы начинаем. Кто выбрал первую позицию? Резкие изменения в вашей жизни, и они неизбежны. Исполнение вашего желания. В вашем окружении есть влюбленный в вас человек. Принятие важного решения. Кто выбрал вторую позицию? Скоро будете что-то праздновать. Недалекая дорога. Вы на пороге великих событий. Перед вами откроется новая возможность, шанс. Кто выбрал третью позицию? Вас ожидает продвижение, слава, награда, достижение или успех. Наступает пора для вашей трансформации. У вас пробуждается новое «Я». Вы становитесь другим человеком. Скорые перемены в вашей жизни. Откроем колоду палитра аффирмаций для вас. Одну или несколько аффирмаций для активации вы можете прописать в комментариях под видео или на листе бумаги от руки. С каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше. Я осознаю и ощущаю свою силу. Мои желания всегда исполняются, потому что я так хочу. Высшие силы дают мне подсказки. Я само совершенство. Удача всегда со мной. Можете поставить на паузу и сделать скриншот. Уважаемые зрители, в нашем сообществе Ведескара на Бусти сейчас активно 2 раздела. Первый раздел – это видеорасклады, длинные видеорасклады с месячной подпиской 333 рубля. Те же самые, что выходят на YouTube. Второй раздел – это заговоры, ритуалы, исцеляющая музыка, книги и прочее. Месячная оплата 444 рубля. Это 2 разных раздела. Поэтому вы можете подписаться на любой, на первый или второй, или можете на оба 2, как вы пожелаете. Ссылки находятся внизу под видео или на экране. Вы видите 2 QR-кода, по которым вы тоже можете перейти. И хочу отдельно каждого из вас поблагодарить за ваши донаты, за спонсорство нашего комьюнити Ведескара. Огромное вам спасибо за такой энергообмен между мной и вами, чтобы у вас в миллионы раз приумножилось. Также огромное вам спасибо за ваши теплые комментарии, за пожелания лично мне и нашему каналу. И желаю вам, чтобы ваши мечты и ваши надежды обязательно в скором осуществились. Главное, никогда ни перед чем не падайте духом, будьте сильны. Держу за вас пальчики и во благо всем вам. Всех вас очень люблю, крепко обнимаю и спасибо вам, что вы у меня есть. И до новых видео на нашем канале. С вами была ваша Ведескара.